Друзья, всех приветствую на своем канале. В этом ролике я буду устанавливать линейный душевой трап и заливать поддон для душевой кабины. Покажу все нюансы и тонкости, а также расскажу, сколько стоят материалы и работа. С вами, как всегда, Павел Сидорик. Это канал о ремонте, отделке и строительстве. А теперь обо всем по порядку. Поехали! В моем доме основной санузел находится на втором этаже под крышей. За счет этого получается скошенный потолок. Ванную комнату я временно оборудовал, чтобы можно было пользоваться, пока тут не сделана плитка. Предварительно почистил и погрунтовал стены и пол. Установил навесной унитаз и биде. Подключил акриловую ванну. Также повесил тумбу с умывальником и зеркало. В том месте, где должна стоять душевая кабина, стяжка отсутствует. Уложен обычный белый пенопласт, сделана разводка канализации и воды. Когда я устанавливал инсталляцию и биде, мне пришлось разбить стяжку и немного перебрать канализацию, так как она была неправильно сделана. Спуск воды с унитаза и биде был под углом 90 градусов, а я сделал под наклоном. Перед заливкой поддона нужно еще будет откорректировать наклон канализационной трубы, которая ведет к трапу и стиральной машине. Это очень важно, потому что высота вашего будущего поддона зависит от сливной канализационной трубы. Если изначально канализационные трубы выставлены высоко, то и трап и поддон будут стоять тоже высоко. Крайне не рекомендую уменьшать наклон трубы ради того, чтобы сделать душевой трап ниже или вровень с плиткой пола. Это распространенная ошибка, когда ради красоты жертвуют нормальным сливом, а потом во время принятия душа у вас под ногами стоит вода и не успевает слиться. На месте этой ямы мне нужно установить линейный сливной трап и залить аккуратный поддон с бортиком из бетона для последующей облицовки плиткой. Основание из пенопласта, которое сделали строители для поддона, не подходит, так как оно мягкое и растоптанное. Под бетоном должно быть твердое и в то же время легкое основание. Почему в большинстве случаев не стоит полностью заливать поддон из бетона? Первое — это то, что получается большой вес конструкции. Это лишняя постоянная нагрузка на перекрытие. Для полной заливки нужно много раствора. 1 см поддона метр на метр – это 20 кг стяжки или бетона. Появляется риск появления трещин, просадки и деформации основания. Тонким слоем гораздо удобнее формировать уклон к трапу. Какими материалами можно облегчить поддон? Для этой цели можно использовать керамзит с цементом или экструзионный пенополистирол. Для своего душевого поддона я буду использовать пеноплекс, экструзионный пенополистирол. Это идеальный материал для таких работ. Его используют для стяжек, фундаментов, плоских кровель и многих других работ, где требуется стабильное основание и хорошая теплоизоляция. Многие называют любой такой материал пенопластом. На самом деле это разные материалы. Пенопласт — это ЕПС. Он состоит из прессованных шариков. Это легкий, недорогой материал, который часто используется для фасадов. Пеноплекс — это XPS, экструзионный пенополистирол. Он имеет более плотную однородную структуру, благодаря этому пеноплекс прочнее, лучше теплоизолирует, лучше держит нагрузку и не боится влаги. Перед тем, как приступить к работе, я проверяю ровность стен, потому что для душевой кабины это важно. Если вы планируете при укладке плитки выровнять стены слоем клея, то тогда все расчеты нужно брать от самой выступающей части стены. Но я рекомендую перед тем, как приступать к работе, все выровнять. У меня стены ровные. Слой стяжки от застройщика примерно 6 см. Пытался найти что-то подешевле, но в этом сегменте нормальные трапы дешевыми не бывают. Старый мягкий пенопласт убираю, потому что для душевого поддона нужно более прочное и стабильное основание. Здесь будет влажная зона, плитка, клей, раствор и постоянная нагрузка, поэтому материал должен хорошо держать форму и не бояться влаги. Отрезаю листы малярным ножом и вынимаю куски пенопласта. Мелкие остатки мусора убираю пылесосом. Разбираю канализационные трубы, потому что по предварительной оценке наклон этих труб оказался недостаточный. Держатели канализационных труб в растворе и очень плохо откручиваются, пришлось помучиться. При помощи лазерного уровня и угольника выставляю крепление для канализации, чтобы был лучший слив.
Высота канализации – это отправная точка для всех работ. По этой высоте будет выставляться трап, и уже по краю трапа будет определяться высота поддона. Я убрал весь пенопласт, и здесь оказалось у меня под пенопластом разводка из труб. Трубы отопления, это идут в комнату. Здесь стиральная машина и горячая холодная вода на душ. Можно, конечно, взять пеноплекс, порезать его на кусочки и заложить все в уровень с трубами. А сверху уже цельные листы. Но есть способ гораздо проще. Тем более, что мне нужно здесь еще будет поставить трап, а у трапа есть ножки и нужно сделать какую-то опору. И как раз трап попадает вот прямо на те трубы. Для того, чтобы выровнять основание, я использую керамзит. Обычный керамзит огородничий. Цемент, ведро и вода. Значит, на такое ведро 2 вот таких вот ковшика цемента. Сначала вода, 2 ковшика цемента и засыпаю керамзит, чтобы можно было размешать. Вообще керамзит с цементом – это универсальное средство для любого неровного основания. Высыпаю замешанный керамзит на дно будущего поддона и шпателем все это разравниваю между труб. За счет того, что шарики керамзита мелкие, они забивают все пустоты, и после того, как схватится цемент, основание станет ровным. Гладилкой выравниваю керамзит. В этом месте будет стоять трап, и из раствора делаю ровную площадку. Вообще, работы по душевому поддону растягиваются на несколько дней. Эти работы лучше, конечно, производить в комплексе с другими работами, чтобы было чем заняться, когда, например, застывает раствор. Можно, конечно, все спланировать так, чтобы сделать за один день, но гораздо проще и удобнее делать все этапами. На следующий день, когда керамзит схватился, выставляю трап и все вымеряю. Важно, когда вы производите замер, учитывайте, что у вас еще будет плитка на стенах. Я отцентровал трап. Теперь нужно зафиксировать ножки.
Крутить я ничего не буду, просто приклею горячим клеем. Из-за того, что раствор не до конца высох, у меня не очень получилось с клеем. Ребята, у меня сейчас немножко тупое решение, потому что я не смог приклеить ножки. Вернее, первый клей горячий, он к пластмассе хорошо прилип, к бетону, плохо. Хотя там написано тоже бетон. Нашел другой клей. Приклеил, чуть-чуть подождал, все равно не берется. А я уже все выставил, и неохота разбирать эту конструкцию, другого клея нету. Сейчас не торговое воскресенье, и ничего невозможно купить. Поэтому быстро принял решение залить ножки наливным полом. У меня есть хороший крепкий наливной пол, и там через час он схватится, и все, и можно будет спокойно выставить этот поддон. Не поддон, а трап. Поэтому... выглядит решение по-тупому, но другого выхода я не знаю. Крутиться я не могу, потому что там трубы. Здесь можно было бы в теории закрутиться, но я уже начал клеить. Короче, все выставлено, неохота все это разбирать. Поэтому сделал такую мини-опалубку. И сейчас заливаю наливным полом. Через час уже можно будет работать. Выставил я трап по уровню. Вот как выглядит это решение с наливным полом. Обязательно проверяем всю конструкцию на герметичность. Выливаю несколько литров воды. Режу пеноплекс в необходимый мне размер. Для этого использую длинный уровень и малярный нож. Чем хорош этот материал, что все режется просто ножом. Замешиваю самый дешевый плиточный клей. Всегда рекомендую укладывать любой пенополистирол на плиточный клей, чтобы под материалом не было пустот. Особенно, когда основание не особо ровное. Вырезаю куски пеноплекса необходимой формы, наношу на основание плиточный клей, разравниваю гребенкой и приклеиваю куски пенополистирола. Толщина первого слоя стяжки до края у меня получается 6 сантиметров.
Следующий этап – это заливка первого слоя бетона. То есть мне нужно сравнять яму заподлицо с уже существующей стяжкой, чтобы установить опалубку. Сразу опалубку я установить не могу, потому что у меня яма слишком большая, и опалубка, получается, устанавливается в пустоту. Можно, конечно, поизвращаться и выставить эту опалубку над ямой, но так как я никуда не спешу, мне проще сначала залить первый слой, а потом поставить опалубку. В качестве стяжки использую вот такой вот состав, просто называется бетон B25. Это самое дешевое, что я нашел. Рекомендованная толщина стяжки на пеноплекс минимум 4 см. После того, как я выровнял бетон правилом, я специально делаю неровности, чтобы лучше была адгезия для следующего слоя. Бетон в мешках рассчитывал следующим образом. 20 кг на 1 см слоя на метр квадратный. Вот что получилось. Из какого материала делать опалубку? Если у вас на месте, на объекте ничего нет и вам нужно покупать какой-то материал для опалубки, то самый лучший материал это пеноплекс. С ним легко работать, он режется обычным малярным ножом и при помощи клей-пены быстро собирается любая конструкция. Вообще для этой работы подойдет любой листовой материал. У меня в гараже есть старые листы ДСП с ровными краями, и я буду их использовать для опалубки. При помощи лобзика в гараже на столе я отпиливаю полоски по 10 см. К полу я буду устанавливать ровный заводской край, а там, где рез от лобзика, он будет наверху. При помощи торцевой пилы все подгоняю под нужный размер и выпиливаю необходимые детали. Вообще все эти работы можно произвести гораздо проще. Просто я работаю дома, у меня в гараже есть весь необходимый инструмент, и поэтому я им пользуюсь. Скручиваю два необходимых элемента и делаю так, чтобы была опора. При помощи щетки с металлическим ворсом, у меня была только такая маленькая, снимаю молочко от первого слоя бетона. При работе с бетоном это базовое правило. Всегда снимайте молочко, если нужно что-то приклеить или залить. При помощи лазерного дальномера с перекрестным лучом размечаю на полу будущую опалубку. По лазерному лучу выставляю первую панель и приклеиваю ее горячим клеем, чтобы она не сдвинулась. Затем выставляю вторую панель и точно так же ее приклеиваю. Получился угол 90 градусов. Замазываю отверстие в стене. Устанавливаю маяки на уровень нижней части трапа. Наклон я сейчас не формирую, его гораздо проще будет сформировать потом при помощи плиточного клея. Так, маяки затвердели. Можно заливать уже чистовой слой. Намешал плиточного клея, сейчас немножко промажу, чтобы был контактный слой. У меня слой бетона, который будет сверху 3,5 см. Но я все равно на всякий случай промазываю контактный слой из плиточного клея. Важно максимально плотно загнать бетон под трап.
Заранее обрезал правило под необходимый размер. Стягиваю бетон по маякам. Последние штрихи. Так, ну что, основная часть поддона готова. На все вот эти вот мелкие сопли можно не обращать внимания, сейчас он чуть подстынет, и я шпателем все сниму и подчищу. Что касается бортика, есть два варианта. Подливать бортик или не подливать, потому что бортик можно сейчас при современных технологиях сразу сформировать из плитки, склеить и просто поставить. Можно подлить, можно нарезать листовой материал, приклеить. Почему я не делал наклон? Потому что гораздо проще потом поставить тут вот маяк на 1,5 сантиметра, правилом опереть здесь и сформировать из плиточного клея наклон, чем на толстых слоях это все делать. На следующий день очищаю все сопли. Я решил все-таки залить бортик. После зачистки убираю весь мусор пылесосом. Лист пеноплекса как раз таки по толщине 20 мм. Я его сейчас нарежу на такие широкие полоски. И в два слоя это как раз получается мой бортик. Вот готовые полоски. Сейчас их складываю вместе. И получается готовая опалубка. Вот так вот можно поставить. Одну и вторую вот так. Сам пеноплекс будет опорой для шпателя и уровнем раствора. Скрутил эти полоски между собой обычными саморезами. При помощи линейки выставляю ширину будущего бортика. Учитывайте, что у вас еще по сантиметру с двух сторон будет плитка. И сверху тоже будет плитка толщиной сантиметр. Наношу на основание плиточный клей, чтобы приклеить полоски к полу. После того, как бортик схватится и я буду разбирать опалубку, этот клей, который сейчас под полоской, легко счистится стамеской. На плиточном клее удобно двигать полоску, она легко фиксируется. С другой стороны делаю опорные элементы из горячего клея, чтобы сразу залить бетон. Если клей не очень горячий, то он не плавит пенополистирол. Все, опалубка готова, можно заливать. Закидываю в щель бетон, хорошо вибрирую. И сверху по плоскости стягиваю шпателем в уровень.
Ну вот, в принципе, и все. Осталось только подождать, пока схватится раствор, и убрать опалубку. Через 2 дня снимаю опалубку. Все лишнее легко снимается стамеской. Ну вот, поддон готов. Все ровно и по уровню. Гидроизоляцию можно будет делать, когда бетон наберет свою проектную прочность через 28 дней. Если хотите раньше, то нужно использовать быстро отвердевающие смеси. Я использовал обычный бетон, потому что он самый дешевый, и у меня есть время. Смета на материалы. Смета на работу. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Продолжение следует. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.